день в Южном Тироле. Короче, сегодня, сидев, пив кофеек на фоне просто офигительного вида, лучшего вида, я подумал, что было бы неплохо иметь гитарку. В следующий раз надо ехать с гитарой. Vino? Metto in mezzo, va bene? Артем решил поехать в одиночку. До картина Демпеза. Все, мы встретимся там завтра вечером с вами. Мы приехали в Толбах, самым высоким горам. Туда наведи, чувак. К самым высоким горам мы приехали. Мираж, ваши впечатления? Я в шоке. Нельзя, чтобы так красиво было. Это незаконно. Это кайф. Это просто чистейшее. Турбо Артем нас догнал, и мы снова встретились. Горы, настоящие Альпы с вершинами. 400 уже поднялся, еще 400 осталось. Мы что-то пропустили, пока ехали на поезде? Пропустили 30 километров пути. Вот что мы пропустили. 30 километров красоты. 400 метров вверх. Так что, чин-чин. За встречу? За третий день съемок и до встречи. Неожиданную встречу. Да. Спасибо, что заехал, Артем. Проведать нас. Ну, еще раз. Да, It is really wonderful here, yeah. But here for you is the first time. Hello! 17. Hai capricciosa, hai una... Ok. Середина дня, мы пообедали, и Артем поехал дальше, а мы вчетвером залезем в гору метров на 400, повтыкаем, насладимся видами. Игорь, что происходит? Угадай передачу. А где это происходит? Угадай мелодия. Так. Происходит почетный международный. Мне нравится, что у нас уже 2 мемчика на третий день образовалось. Повышать либидо и почетные люди в Удмуртии. Проходим через какую-то дверь закрытую. Очень высоко в горах. Высота 1600. была, ну сейчас где-то 1200, наверное. Путем дойдем до конца горы и посмотрим, сил я с горы или нет. Ну это как бы сложно понять. Там по факту будет понятно. Я не понимаю. Я бы тебе продемонстрировал. Кроулинг. Короче, это очень красиво,
Вообще, я не могу... Это, наверное, самый яркий, такой удивительный момент, шок культэстетический. Я таких красивых гор в таком крутом цвету не видел, наверное, никогда. Да, нет, никогда не видел. Поэтому это такое известное место. Конечно, и тут живут очень хорошие, обеспеченные люди, потому что, блин, живой они как будто бы наваливаются на тебя. Еще такой свет мягкий, красивый. Просто невероятно. Идем кушать. Ризотто, я слышал. В этом же кафе произошел курьезный случай в отсутствии Миража. И поэтому на следующее утро, когда мы встретились на завтрак, Кири рассказал, и Мираж слышал впервые. Значит, история следующего характера вчера произошла. Мы ужинали в кафе, и Мираж был на велике, а мы были пешком. Мираж решил пораньше свалить, вот, и пошел, заплатил за себя. А мы как бы не знали, за себя он заплатил или нет, но обычно так и делается, как бы то, что только каждый сам за себя. Соответственно, кто-то из нас пошел спрашивать, типа, надо ли нам, сколько нам надо заплатить, там счет, все такое. А в ресторане нам сказали, что счет уже оплачен, вот таким уважаемым господином за всех. И нам ничего платить не надо. Собственно, мы подумали, очень странно, но ладно. Как я ему сказал, конечно. Так мы чек попросили. Да, мы еще и чек попросили их, короче. Они нас печатали полностью весь чек. И мы его сфоткали. Сфоткали и ушли. Прикол. Так может ты заплатил до себя Не, сумму, может, которая была за всех? Может, с меня списали? Да, посмотри, кстати, сколько Я посмотрю. Короче, хз, у меня за вчера только один вообще платеж отображается, то есть у меня еще не все платежи как бы в истории, поэтому хз. Посмотрим. Ну, если что, будет мой вклад. Ну, идеально, Кири. Идеально, просто. Нравятся мне те мужички, которые выпивают твинчик в 10 утра. А ребята вот штрудели прихавывают. И это такой завтрак велосипедиста получается. Да завтрак велосипедиста мог быть другим, у нас просто опции особо нет. Латте макьято, я жду свое. А тут вот такая офигенная красота. Ну что, 4-й день начался, едем на самую вершину, на верхнюю точку нашего веломаршрута. 1540 километров, метров там должно быть. Сейчас нас ожидает подъемчик метров на 400. Вот куда-то в те горы мы едем. Очень красиво. Даже на видосе очень красиво. Глазами очень красиво, на видосе красиво. Короче, все красиво. Кофе зарядились и двигаем. Сегодня мы ехали вчетвером, потому что Турбо Артем еще вчера уехал вперед и ждал нас в финальной точке этого дня. Короче, Артем сказал, вы сами выбирайте рейсы и скидывайте точку. Окей. Ехал тут на велике, тут вот была уточка, как на байдарке, и туда он уплывает. Я прямо когда видел вот этот ракурс, ну все, то есть с этой горой вниз, то я просто такой вау. И не мог дальше поехать. Стал тут снимать. Я, короче, написал в чатик пацанам, что я задерживаюсь, чтобы меня не ждали. И понимаю, что какие-то вот такие вот моменты, мне, конечно, хорошо, что принимаю такие решения, не гнаться за всеми. И вот остаться одному в таких крутых местах, чтобы как-то реально проникнуться, насладиться, ощутить такой диалог между мной и этими горами, потому что мне тут очень нравится. Очень красиво тут. Несмотря на то, что тут рядом дорога, но это все так выглядит круто. И ощущается круто. Это водичка, которая тут течет. Вот. Мне очень нравится. Этот ручеек через лес. Как-то очень все мило, трогательно. Ну, кайф, короче. Наслаждаюсь.
Ледяная водичка. Ну что-то конфовая горная. Ну вот эти типа суперизвестные Доломитовые Альпы, которые за облаками. Они куда-то уходят там в облака. Тут еще целая вершина, на которой не видно. Ну, что поделать, не видно. Но они есть. Ну такое уже мягенькое колесо. Вы почувствовали, что все, Южный Тироль остался в прошлом, теперь начинается Венеция. Получается, наши билеты больше не действуют. Да, Один раз мы им воспользовались. халявные билеты больше не работают. Я в таком тоннеле, в общем-то, в который хотел приехать, когда сидел еще в Вильнюсе и планировал весь маршрут. Вот этот тоннель, да, я хотел сюда приехать, вот я тут. Классный тоннель, ничего особенного в нем, в принципе, нет. Но забавно, что у меня начало спускать колесо, потому что тут вот такая гравийка. И давно уже по такой гравийке я еду, и где-то я проколол колесо. Так вот, это колесо начал спускать, я его подкачивал. И вот сейчас я решил тоже подкачать, потому что идет дождик небольшой. Я тут решил под крышей встать, подкачать, и вдруг у меня оторвался ниппель. Надо было полицейский разворот сейчас долбануть. Артем, что тут происходит? Очень много пространства происходит, которое невозможно обнять. Я мог сейчас свой труд даже двигать. Мне кажется, пора очки снимать. Сегодня случилось все, что могло случиться. Сегодня будет самая холодная температура, льет дождь, и будет лить всю ночь, и еще будет снег, возможно, короче. И мы промокли как бы, подождем пока ехать. Вот, но мы доехали. В котором должен быть выходной. Выходной. Ну, если чего, чтобы немножко прорекламировать то место, где я нашел отель, выглядит оно вот так. Ну, что там говорит? Я немножко должен был прорекламировать. Да не, нормальный вариант. И я думаю, что мы туда можем даже когда договориться все вместе. Ну, нормас. Но на четверых, если бы мы разделили, было бы вообще норм. Ну да, но бы Получается, по 70 было бы снос.
Короче, похолодало. Ощутимо, около 10 градусов сейчас. Пацаны, короче, решили искать ночлег в гостишке. А тут гостишки, конечно, стоят приличных денег. Планируется еще до полуночи дождь. Вот по этой причине они ищут. А я что? Думаю, что в кемпе я справлюсь. У меня отличный спальник. Артем там уже поставился. Так что, так как мы как-то начали разделяться в последнее время, что ж, продолжим. Точно, все это было не зря. Даже если такие какие-то разногласия и недопонимания. Все равно это стоит того. Вот мы с Артемом в картине. Вот. Идем по самому центру города. Вот, типа башня. Самая центральная. И тут пахнет дымком от дерева. Где-то кто-то деревом топит печь. Это, конечно, очень необычный и приятный такой аромат. Открываем регион Венеция с просекко. Сейчас идем из нашего кемпа пить вино на остановку с видом на гору. Потому что хочется так вот отметить этот прекрасный дождливый день. Потому что ребята уехали в гостиницу ночевать. Не знаю, за сколько денег. Но стопудово дороже, чем наш кемпинг. Потому что наш кемпинг нам обошелся где-то 22 евро на каждого за сегодняшнюю ночь. Мы наше путешествие переваливается половину, да. Мы вот сегодня переехали перевал, говорю, физически и символически, потому что сегодняшний день это единый день нашего путешествия. И она разделила нашу компанию на две части. По факту, да. Вот такая историческая достоверность. Ну что, а ты зачем заходил-то? Я пауэрбанк. Там поставил. Да. Ну все, погнали. Можно уехать из Восточной Европы, но Восточная Европа из тебя не выйдет. Да, тот самый звук, где на фоне Альпийских гор. На остановочке. Ну смотри, что происходит. 2 человека под дождем идут под фонарем. Это же очень красиво. Я сейчас сниму и выложу сторис. Очень красиво это выглядит. Блин, я мечтаю купить себе iPhone 14 или 15. Потому что мне нужна эта третья камера, которая длиннофокусная. У меня нету. 14 у меня нет. Тоже с кемпинга, ребята. С этими рюкзачками. Hi. Outer space to find another race. I'm gonna send into outer space to find another race. I'm gonna send into outer space to find another race. I'm gonna send into outer space to find another race. Oh yeah. О, утречка кайфовая. Пью круассанчики. 8 утра. Ой, я встал, конечно, горы, солнце. Мы же вчера приехали, было пасмурно, я вчера. Так горы едва просматривались, а сейчас просто бомба. Они такие гигантские. Да, в солнечную погоду, надо сказать, тут гораздо пищи. Тут у нас палаточки. Тут у нас горы. Очень высоко. На телефоне не ощущаются, но они уже даже там нависают надо мной. Решили с Артемом пойти в гору. На 1200 высота, подъем
тем 1200, что имеется сейчас. Вот, так что посмотрим, сколько хватит. Вот идем, парни, остальная наша группа решили, они на фуникулере поднимутся на ту же гору. Так что, может быть, увидимся, может быть, нет. Но вот такая ситуация. Когда мне будет 55-65 лет, в принципе, можно сюда приехать. Подходящее место, контингент соответствующий. Сидишь себе на балкончике вот и смотришь на ту красоту. А там ниже гольф. О, блин. Готовят к нашему визиту. Вот мы на полпути в гору дошли. Осталось теперь самое сложное, по всей видимости, да, Артем? Вот там то закончится немножко, потом опять идет. Не проливной. Тут мы прошли, было немножко стрёмно, но мы справились. Идем дальше. Нет иной красоты, чем пописать с высоты. Вот тебе альпийские луга с цветочками. Высота 2300. Артем говорит, что он не видел такого в жизни. Я бы, наверное, тоже. И вот место встречи. И вот и челики подъехали. Ну вот там вот, где вот этот забор, там вид, там уже как бы через перевал, то есть уже вот ту сторону видно, и там просто... Да, там оттуда на самом деле все посмотрите. Прям Мы оттуда и пришли. А, вы оттуда пришли? Вы видели вот этот оползень, да, здоровый? Да. Ну тогда вы да, все да. видели, тогда вот... На самом деле, вот это вот топ. Да, там на самом деле, там еще есть гора такая, как будто ее расческой причесали. Видели ее? Нет. Она вот там находится за вот этим вот. Не, вот там мы не видели, мы вот там. Ну, тогда имеет смысл сходить. Just like this, so let's tear this shit down. And if we
you've been crying, I see it's not your fault. And baby, I've been dying all over you. Мы сегодня были вот тут. Стоит Артем, фоткал меня. Забавное это ощущение, что когда денек пожил туда, в таком вот городочке, как этот, Картилин. И сходил я уже 2 раза в магазин вчера и сегодня. И прошелся насквозь. И иду в кемпинг той же дорогой. И вот когда повторяются эти действия, такая немножко ощущение бытовухи и такого жизни в этом месте появляется. Что не просто турист проездом, а уже типа вот есть у него какой-то свой путь, маршрут из магазина в палатку. Так я как-то уже привык. Сходил на эту гору, спустился пешком. Норм, кажется вообще очень далеко и высоко. Очень. Артем меня не дождался, уже распаковал вино. Я, приехал в страну, в которой все говорят, что вкусная еда, но я который день нормально не поем. Еще ни разу. Ты в ресторан не ходил нормально? Я сходил за эти котлеты с картошкой напротив. Была, блядь, такая хуйня. Взяли мы штоны, взяли мы порошок, Шматье, грязное шматье. грязное шматье. Стирка. После хайкинга. Пожалуйста, наблюдайте. Предыдущие 5 дней Сейчас. как бы останутся здесь, Сейчас будем чистенькие, как просто будем блестеть. как новенькие. Это, короче, песня «Эй, мамбо, мамбо, итальяно» надо поставить на фончик. Mambo Italiano, mambo Italiano, go. You mixed up Siciliano. All you Calabrese do the mambo like a crazy with a Опустевший кемпинг. Все уехали куда-то тусоваться, в город-то в горы. А вот сидит Артем. И почему, интересно, мы такие молодые, амбициозные, до сих пор не уехали из кемпинга? Артем, расскажите, пожалуйста, с чем связана задержка на нашем маршруте? С непредвиденными обстоятельствами. Связано с чем? С отравлением желудка. Ты сыром отравился или конфеткой? Ну, что-то там из этого, да. Так, ну вот выехали мы в наш 6-й велодень с Артемом. Артем оклемался к обеду, пришел ради себя, выпил таблеточку, сходил в душ, посрал, и стало легче человеку. Теперь мы едем. Сегодня километров 70, но по-прежнему через горы, так что кайфы продолжаются.
врача. Взрослым обычно назначают по 500 тысяч миллиграмм каждые 4-6 часов, но не более 4 дня. Такая классная ровная велодорога на месте бывшей железки, которую в 66 году, по-моему, разобрали. Еще достаточно высоко едем, но уже довольно жарко, хоть и ветер сильный. И пахнет деревьями вообще, класс, соснами, травами, очень приятные запахи. Сегодня был тот день, когда мы сильно все разделились. Киря, Игорь и Мираж уехали далеко вперед, и я их даже не пытался догнать. А Турбо Артем где-то в середине пути уехал искать аптеку, и мы встретились уже только ближе к вечеру. Я, в общем-то, кайфовал. Останавливался где хотел и когда хотел, и наслаждался видами. Короче говоря, я не могу уехать с этой точки. Вот это вот горное окружение меня просто... Не могу, короче, слов нет, просто как красиво я еду. И очень медленно все время останавливаюсь, просто пытаюсь как-то осознать, как передать ощущение, которое тут испытывал. То, что ощущение пространства очень такое мощное, глубина, просто тут еще перспектива гор, не то, что типа по периметру гор. Вон одна, другая, третья, как будто ты вдаль туда уходят. Is it that you're looking for? Love, so good. Is it that you're looking for? Догнал. Обожаю локальные бары. Вот мы с Артемом заехали. Артем выпил чай, я выпил просекко. Супер локальный бар в каком-то маленьком городишке. Такие вот кайфы.
Заезжали только что в итальянский Lidl. И я в восторге от визита в этот магазин. Здесь за 2,99 продается полкилограмма тирамису. Полкилограмма тирамису. Я чуть не держался, едва не купил. Но решил, что уже доедем до Венеции, там куплю и вточу. Полкилограмма тирамису из Лидла. Моя цель. Короче, едем к озеру. Вечереет. Добрый вечер. Добро пожаловать Что? в нашу лоджию. Что, мы еще не виделись даже сегодня? Да. Давайте обнимемся. Не-не-не-не. А вы уже покупались в озере? Короче, да, в озере еще не купались, Игорян там вроде хотел, если хочешь, можешь с ним сходить. С удовольствием. Надо нам сходить Вот на, видишь, желтые, это как бы ограничение на территории. регистрацию и зарегаться, чтобы, Это наша территория? Да, прямоугольник наш. чтобы вы айдишники дали им и типа... И бабки еще на озере ездят. Искупнулся вот в этом прекрасном озере. Вода оказалась теплая, хотя это та самая голубая вода, которая течет с гор, которую мы сегодня всю дорогу наблюдали. Это вот эта водичка притекает в это озеро. Я это озеро успел нагреться. Так что вообще кайф. Я окунулся, искупнулся. Я сейчас схожу в душ, поставлю палатку, покрою пивко. И вот так вот отметим еще один отличнейший день.